Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами сплетем вот такие вот вкусные дольки мандарина. Посмотрите, у меня их 2 штуки. Из них я потом сделаю сережки. Для работы я взяла тонкий капрон, толщина у меня 50 плести я буду в 2 сложения. Хочу также отметить, что обязательно для данной схемы вам нужно взять именно нить в 2 сложения, иначе работа у вас просто не получится. Также для работы я возьму вот такой яркий оранжевый бисер, мне понадобится его 6 штучек. Далее в работе я буду использовать 4-миллиметровые граненые бусины. Всего нам их понадобится 14 штук. Также для работы нам понадобится челнок с намотанной на него нитью в 2 сложения, тонкий крючок, а также маленький кусочек проволоки для того, чтобы надевать бусины на пико. Ну что же, давайте приступим к плетению. Для начала мы возьмем челнок и наденем на нить 6 бисеринок. А выполнять данное действие я буду с помощью сложенной пополам проволочки и нанизывать на нее бисер. Бисер убираем, он нам более не понадобится. Схема для плетения у нас будет довольно простой. Для начала нам нужно сплести первое колечко по схеме 12 пико, 3 пико, 10. Начинаем плетение с первых 12 узлов и не забываем вплести хвостик, который у нас находится в самом начале. Плетать я буду в 3-4 узелка, а далее отрезать хвостик и опалять. После того, как вы сплели первых 12 узлов, нам понадобится сложенная проволочка, надеваем ее на нить и берем одну бусину 4 мм, надеваем ее на проволочку, протаскиваем, формируем пико, зажимаем 2 пальцами и продолжаем плетение. 3 пико 10. Второе пико у нас маленькое, оно соединительное, поэтому посмотрите, как оно плетется. После этого мы можем снять бусинку, и проволочку тоже нам не понадобится. Колечко затягиваем. И вот, пожалуйста, у нас готов результат. Далее мы плетем следующее кольцо. Оно будет плестись по схеме 11 пико, 3 пико, 3 пико, 11. Начинаем плетение с первых 11 узелков. Плетем сразу же вплотную без отступа. Сплели первых 11 узлов, и теперь узелки мы будем накладывать на предыдущее кольцо. Выполняем соединение. Укладываем узелки. Плетем 3 узла. После этого нам нужно будет сделать опять большое пико под бусину, поэтому мы надеваем проволочку, берем одну из бусин и будем формировать длинное пико. Кстати, если вам неудобно пользоваться таким способом, вы можете вначале сделать пико так же, как и я, с проволочкой, а потом уже просто сделать шаблон. Придерживаю бусину, формирую пико и плету далее работу. 3 пико 11. Длинное пико я зафиксировал, поэтому бусинку можно сразу снять.
Доплетаю кольцо до конца и затягиваю. Посмотрите, сейчас у меня готово второе кольцо, мы начинаем плести третье. Схема у нас не изменяется, и вообще колечки у нас плетутся в принципе по одной и той же схеме посередине. Изменяется только схема для боковых колец. Поэтому следующее кольцо мы плетем также по схеме 11 пико, 3 пико, 3 пико, 11. Плетем вначале первых 11 узелков. Далее подкладываем работу и выполняем соединение. Узелки у нас должны лежать поверх предыдущего кольца. Выполнили. Плетем 3. Далее мы должны сделать длинное пико. Плетем 3 пико 11. Колечко затягиваем. Далее плетем еще одно колечко, которое будет накладываться на предыдущее. Я его плетение уже показывать не буду, покажу вам сразу готовый результат. Итак, смотрите, у меня готово следующее колечко. Далее мы будем плести все то же самое, но только в зеркальном отражении. Для удобства плетения я вам здесь вот сбоку обязательно покажу схему, как будут располагаться колечки. Не забывайте также, что первые и последние кольца у нас будут плестись по разным схемам. Поэтому обратите внимание, здесь я еще дополнительно прописала вам плетение всех колец, пронумеровав их и указав на схеме. Я думаю, что плести по ней будет удобнее, поэтому покажу вам сразу уже готовый результат, когда у меня будет полностью закончен первый ряд мотива. Итак, первый ряд у нас готов, и теперь мы будем плести лицевой ряд, который у нас будет состоять из маленьких колец. При этом мы будем вплетать также бисер и присоединять бусины на пико. Поэтому работы у нас много, давайте приступим. Вот, кстати, обратите внимание, как выглядит работа у меня сейчас. Переворачиваем работу наизнанку и начинаем плетение первого колечка. Плестись оно будет по схеме 10 пико, 3 пико, 7. Вначале мы сплетем первых 10 узлов. Смотрите, я плету сразу, не отступая. То есть вот видите, без отступа. После того, как мы сплели первых 10 узлов, я подкладываю работу поближе, чтобы мое пико, которое находится в первом ряду, лежало рядом с рабочей нитью. Далее нам нужно взять проволочку и, рассвоив пико, мы берем одну из нитей. Надеваем на нее проволочку. Вот посмотрите, вторая часть нити у меня осталась свободной. Надеваю бусину. Протягиваю, и теперь здесь я должна буду выполнить соединение. Проволочку я снимаю, естественно, и просто выполняю обычное соединение. Далее я плету 3. Пико 7. Колечко затягиваем.
Самое главное, следите, чтобы соединительное пико у вас лежало не сбоку, а именно в сторону работы, чтобы мы могли дальше присоединять наши колечки. И вот посмотрите, первое колечко готово. Схема у нас здесь довольно простая. Самое главное правильно выполнить соединение и оставить одну половинку пико свободной. Далее мы продолжаем плетение, плетем следующее кольцо, но при этом не забываем подогнать одну бисеринку. Одну бисеринку мы будем вплетать между колечками. Я зажимаю работу и начинаю плетение первого узла сразу после бисерин. Плести мы будем следующее кольцо по схеме 7 пико, 3 пико, 3 пико, 7. Плетем в начале первых 7 узлов. Далее подкладываем предыдущее колечко и выполняем соединение за пико. Схема у нас здесь идет без наложения колец друг на друга, просто они будут соединяться между собой. Далее мы плетем 3 узла. Снова берем проволочку, расслаиваем следующее пико на 2 части и на одну из частей надеваем. Берем одну бусину и надеваем ее на проволочку. Далее мы проходимся сквозь пико, снимаем проволоку и выполняем соединение. Плетем далее 3 пико 7. Вот посмотрите, второе колечко тоже готово. Далее мы подгоняем снова одну бисеринку и продолжаем плести точно такое же кольцо, как и предыдущее. Я не буду показывать весь процесс плетения. Опять сбоку с этой стороны вы видите схему, а с этой стороны я указала количество узлов и нумерацию. Плетите по схеме, а я уже покажу вам готовую работу. Как видите, вот у меня почти готовый результат. Мне осталось совсем чуть-чуть. Давайте последнее кольцо сплетем вместе с вами. Я переворачиваю работу, подгоняю, естественно, бисеринку. Она у нас последняя. И начинаю плетение последнего колечка по схеме 7 пико, 3 пико, 10. Плетем в начале первых 7 узлов. Далее выполняю соединение за пико от предыдущего колечка. Плету 3 узла. А далее подкладываю одну часть пико от первого ряда. Надеваю, естественно, бусинку, прежде чем пройтись в пико. Аккуратно протаскиваю. И выполняю соединение. После этого доплетаю еще 10 узлов и колечко затягиваю. Все, еще один ряд у меня готов. Посмотрите, сейчас пока что работа у нас немного расслаивается, но впоследствии мы ее притянем, и здесь уже такого промежутка не будет. Далее мы отступаем буквально миллиметр один, для того, чтобы сплести следующий ряд. Он у нас будет последним, он у нас изнаночный. Нарисовала вот здесь, то есть у нас идет просто наложение кольца на кольцо. А вот с этой стороны вы можете видеть схему, по которой я буду плести.
Здесь идет нумерация и количество узелков в каждом кольце. Перед плетением отступаем буквально миллиметр и начинаем плести следующее колечко. Первое кольцо у нас плетется по схеме 12 пико, 3 пико, 10. Сплели первую половину, 12. Далее мы будем выполнять соединение за пико, которое у нас осталось, то есть за вторую половинку. Надеваем бусинку на крючок, проходимся сквозь пико, выполняем соединение. Плетем 3 узла, пико 10. Второе пико у нас маленькое. Итак, колечко у нас готово. И вот, пожалуйста, 2 бусинки у нас вплетены. Схема, как видите, очень простая. Мы продолжаем плетение. И следующее колечко мы сплетем по схеме 7 пико, 3 пико, 3 пико, 7. Плетем вначале первых 7 узлов. Далее подкладываем предыдущее колечко и выполняем соединение за пико. Далее плетем 3 узла. Надеваем бусинку на наш крючок, протаскиваем сквозь пико и выполняем соединение. Подтягиваем работу, плетем еще 3 узла, далее небольшое соединительное пико и 11 узелков. Итак, вот, пожалуйста, работа. Далее я продолжаю плетение в том же самом порядке, то есть я должна сплести 5 одинаковых колец. Мы сплели 2, нам осталось еще 4 кольца по той же самой схеме. И далее последнее колечко мы сплетем вместе, и я покажу, как мы будем завершать работу. Ну что же, у меня осталось плетение последнего колечка, давайте его сплетем вместе. Я переворачиваю работу. 10 пико, 3 пико, 12. Плету в начале первых 10 узлов. После первых сплетенных 10 узлов я выполняю соединение за пико от предыдущего колечка. Далее я плету 3 узла. И надеваю последнюю бусину на крючок. Протягиваю пико сквозь бусину и выполняю соединение. Это последнее соединение в нашей работе. Доплетаю еще 12 узлов. Все, наша работа почти готова. Как видите, у нас немножко есть небольшое рассвоение в работе. Это мы сейчас будем исправлять обычной иглой, поэтому оставляем достаточно длинный хвостик. И им мы будем расшивать нашу работу. Сшивать нашу работу мы будем очень просто. Нам нужно сшить все 3 ряда. То есть мы прихватываем последний и первый ряд. Проходитесь в основание узелков, так у вас не будет заметно сам стежок. Вот как видите, как только мы это делаем, работа у нас становится цельной. Она именно начинает больше походить на мандаринку. Далее я просто зигзагом прохожусь, аккуратненько, прям вот по чуть-чуть прихватывая работу.
Нитки, как видите, незаметно. Кстати, так как у нас нить идет в 2 сложения, можно расшивать одной нитью. Ну, я взяла 2, мне, в принципе, и так кажется нормальным. Нить у нас все равно незаметна. Но при желании, если вам хочется, или, например, иголка у вас довольно тонкая, я взяла, кстати, довольно толстую иглу, поэтому не так сложно прошивать. И если у вас иголка тонкая, то можно и как раз-таки и одной ниткой расшивать работу. Так, мы смотрите, как быстро уже сделали одну половинку. Нам остается доделать вторую. Итак, я увожу иглу на изнанку. И уже здесь буду проходиться в несколько узлов и фиксировать окончательно свою работу. Достаточно 2-3 стежков, и можно уже будет отрезать и опалить хвостик. Все, наша мандаринка готова. Итак, посмотрите, как она у нас выполнена. Все достаточно аккуратно, нигде не видно ни нить. Вот изнанка наша. И вот как раз-таки толщина мандаринки. Мне на самом деле очень понравилась простота данной схемы. Плетется она буквально в течение часа вашей работы, но зато очень интересный результат. И вот вторая мандаринка в пару к первой у меня также готова. Ну что же, всем огромное спасибо, что вы посмотрели мой мастер-класс до конца. Я надеюсь, что данное видео было интересным и полезным для вас. Не забывайте ставить мне лайки, а также подписываться на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!